Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео подробно расскажу вам, как сшить оригинальную юбку, выкройку на которую мы уже построили. Ссылка на видео с построением выкройки в описании, а также прикреплю здесь. Выкраиваем нашу юбку из основной ткани цельной деталью, из подкладочной ткани 2 детали. Почему так, я рассказывала в прошлом видео. На детали, которую мы выкраиваем цельной, не забывайте отмечать центр. Припуски оставляем 1 сантиметр. На изнаночной ткани можно оставить припуски 0,8 см вместо 1 см, так как в процессе пошива мы будем образовывать кант из основной ткани. Но в данном изделии эти 4 мм излишка будут совсем незаметны, так что я оставляю по 1 см. Важный момент. Я выкроила уменьшенную версию юбки, но шить буду так, как шила бы полноразмерную версию. Начинаем с подкладки. Скалываем 2 детали подкладки между собой лицом к лицу. Идем на машинку, прокладываем прямую строчку. Делаем закрепку в начале и в конце. Разутюживаем шов. Для этого сначала в одну сторону приутюжим, а затем разутюжим. Объединяем основную деталь с подкладкой. Для этого скалываем их лицом к лицу. Уравниваем центр основной детали с центром подкладки. Для удобства прошивания отмечаем уголки. Здесь у меня отмечен. Отмечу с этой стороны. Сшиваем по бокам и низу прямой строчкой. Есть. Проложили швы. Теперь нам нужно сделать расстрочку. Для этого отворачиваем припуски на изнаночную сторону. И прокладываем строчку вот здесь на 1-2 мм от русла шва. Для этого удобно использовать лапку для пришивания молнии. Строчку прокладываем не до угла, а докуда позволяет лапка. Ну и ткань. Так как у меня сильно много сборки уже здесь, дальше прокладывать строчку неудобно. Заканчиваем. Высекаем уголки, оставляя 1 мм от строчки. Выворачиваем. Для выворачивания уголков используем иголку. Ни в коем случае не распарыватель. Утюжим изделие, чтобы образовался кант на изнаночную сторону. Благодаря отстрочке кант образовывается сам, но там, где его нет, образовываем его с помощью утюга.
Вот таким образом выглядит кант. 1 мм основной ткани выглядывает из-под изнанки. С лицевой стороны буду проглаживать через проутюжельник. В качестве проутюжельника можно использовать хлопчатобумажную ткань. Единственное, где вылезли пару лишних миллиметров из-за образования канта, это на линии талии. Зафиксируем и уравняем эти края. Прокладываем отделочную строчку по бокам и низу на ширину лапки. Для удобства отметим линии уголков. У нас это 0,7 см. Выкраиваем пояс. Я хочу высоту пояса в готовом виде 2,5 см, поэтому моя высота пояса здесь равна 7 см. Для очерчения высоты пояса буду использовать обычные сантиметры. Длина пояса. Длина пояса равна объем талии плюс необходимая длина для пуговицы плюс припуски на швы 2 см. У меня это 61 плюс 2 и плюс 2. Так как для построения выкройки юбки я использовала дюймы, для длины пояса я тоже должна использовать дюймы. Но для припуска на швы и на пуговицу буду использовать обычные сантиметры. В ширину 7 сантиметров, а в длину 61 сантиметр, используя дюймы, плюс 2 сантиметра, 2 обычных сантиметра на пуговицу и 2 сантиметра припуск на шов. Выкроили пояс из основной детали, и такую же деталь нам нужно выкроить из подкладочного материала. Вы можете выкроить такую же деталь, измерив ее сантиметрами, либо же я покажу сейчас вам способ, которым я иногда пользуюсь для экономии времени. Для этого отрезаем деталь клеевой слегка больше, чем наша деталь. Кладем деталь из основной ткани изнанкой вверх. Накладываем клеевую на нашу основную деталь клейкой стороной. Клейкую сторону легко определить пальцами. Она слегка пупырчатая. Проклеиваем. Главное, чтобы уголки и края слегка приклеились. Вырезаем клеевую вровень с основной деталью. Такой вариант можно использовать, когда клеевая должна быть такого же размера, как и основная деталь. Теперь хорошо проклеиваю дублерин с основной деталью. Чтобы проклеить дублерин, можно использовать пар, можно не использовать. Это не принципиально. Главное учитывать, что когда вы используете пар, дублерин может немного сместиться. Заутюживаем деталь по сгибу. Даем детали остыть. Определяем центр пояса. Складываем его вдвое. И делаем небольшую надсечку по центру. От центра откладываем вправо и влево отрезки, равные 1/2 талии. В данном случае талия у меня 52 сантиметра, значит сюда откладываем 26 и сюда. Если хотите петли под ремнем, как у меня на юбке, то делать их нужно как раз на этом этапе. Разрезаем ленту на 3 кусочка по 5 сантиметров. В данном случае я сделаю 3 петли, но на моей полноразмерной юбке их 5. В готовом виде эти петли будут по 1,5 сантиметра. Складываем петли вдвое и прикалываю к лицевой стороне юбки. Одну по центру и 2 по бокам. Например, отступлю от края 2 сантиметра и расположу их таким образом.
Прикалываем пояс к юбке лицом к лицу до этих отметок. Притачиваем пояс к юбке. Там, где у нас дополнительно петли, может быть слишком много слоев, и чтобы не было смещения, лучше прокрутите бегунок вручную. Этот припуск утюжим наизнанку. Прорисуем 2 см, чтобы удобно было заутюжить 1 см. Не обязательно заутюживать весь отрезок, главное заутюжить основную центральную часть. Это понадобится нам для удобства в будущем. Этот припуск также заутюживаем наизнанку. Это удобнее делать на гладильной подушке. Теперь эти края выворачиваем таким образом. Строчку будем прокладывать буквой Г, четко встык к этой строчке. То же самое делаем с другой стороны. Для удобства прорисуем припуск на уголке. Высекаем уголки. Так, выворачиваем. На этом этапе проверяем, одинакового ли размера получились края. У меня изделие очень маленькое, ткань плотная, поэтому края не хотят выворачиваться идеально, но в целом видно, что они одинаковые. Нам осталось пришить вот этот припуск. Здесь возможны варианты. Можно его подвернуть, так как мы ранее приутюживали, он в принципе и сам неплохо ложится. И проложить строчку с лицевой стороны в русло шва, захватывая с изнаночной стороны 1 мм. Если хотите использовать этот метод, то на этапе заутюживания вот этого припуска можете заутюжить его не на сантиметр, а на 8 мм. Так он будет перекрывать вот этот припуск и будет захватываться с изнаночной стороны. Но это бывает достаточно проблематично для новичков. Я вам покажу другой способ. Я буду пришивать этот припуск вручную потайным швом. Это дольше по времени, но гарантированно красиво и аккуратно, если сделать все правильно. Выглядит он таким образом. Завязываем нашу нитку на хороший узелок. Не забудьте зафиксировать пояс по периметру. Продеваем иголку в сгиб нашего пояса. Теперь втыкаем иголку четко вровень с нашим швом и параллельно шву. Таким образом продвигаемся по всему периметру пояса. Для надежности каждые сантиметров 10 делаем закрепку. Вот таким образом. В конце сделаем закрепку таким образом. Сейчас у меня нить идет
конца сгиба пояса вкалываем иголку в деталь подкладки и делаем закрепку. Сейчас за кадром проглажу пояс, и останется только заняться кнопкой или пуговицей. Пробиваем пуговицы. Эти две детали верхняя часть, эти две нижняя. Нам понадобится дырокол, биток, другой биток и молоток. В идеале тот, кто будет делать это за вас. Берете биток, пробиваете дырки в двух местах. Здесь есть отметки. Используем деталь нижней части. Вставляем таким образом. Нужно, чтобы вот эта часть была на лицевой стороне. Берем биток и забиваем. Проверяем. Да, держится надежно. Делаем верхнюю часть. Берем самую основную нашу деталь, кладем на лицевую сторону. Берем вторую деталь, кладем таким образом. Берем вот этот биток и забиваем. Проверяем работу. Да, держится надежно. Проверяем. Если вы будете использовать пластиковые кнопки, обязательно подкладывайте под низ толстый картон, потому что при забивании она может треснуть. Вот так выглядит юбка на плоской поверхности. Застегиваем. И вот так она будет выглядеть на вас. Как видите, сшить такую неординарную юбку не так сложно. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше интересных и полезных видео. И будьте стильными!